Мы с вами находимся в зале московской иконописи XV века и говорим с вами об иконе «Святой митрополит Алексий» с житием. Икона эта написана мастером Дионисием. Это третий самый известный иконник Древней Руси, наряду с Андреем Рублевым, с Феофаном Греком. Он самый поздний из них. Известно, что он был такой книжный человек, для которого чтение, размышление было важным тоже моментом в деле иконописания. Мы знаем его как автора знаменитого «Распятия» конца XV века из Павла Обнорского монастыря, которое хранится тоже здесь у нас, в Третьяковской галерее. Мы знаем его как автора поновления иконы Богоматери Адигитрия в Московском Кремле, которая была поновлена после московского пожара 1480 года. И мы знаем его как автора прекраснейших росписей в монастыре Ферапонтово, где он вместе с двумя сыновьями расписал храм Рождества Богородицы. Перед нами икона «Святой митрополит Алексей» с житием. Икона написана уже в соответствии со стилем начала XVI или конца XV века, где больше чувствуется такой графичности, легкости, ансамблевого решения. Точно так же, как росписи Дионисия Ферапонтова, так и здесь, на этой иконе, в клеймах изображены такие часто многолюдные сюжеты. И все это вместе составляет некий такой целостный ансамбль на иконе. А в среднике, в центральной части иконы, мы видим фигуру самого митрополита, одетого в сакос, одетого в митрополичий клобук. И вы видите, как одежды, облачения составляют сами по себе вот такой некий легкий орнамент плоскостный на этой иконе. У иконы не золотой фон, а вот такой легкий зеленовато-голубоватый цвет, что тоже очень характерно для такой цветовой гаммы Дионисия. На левой руке у святителя на таком специальном платье сулок изображено Евангелие, знак того, что он святитель, тот, кто учит церковь. А вокруг митрополита мы видим клейма, и в клеймах иконописцы рассказывают житийную историю, посвященную святому. Эти клеймы читаются особым образом, читаются так же, как книга, сверху вниз, справа налево. В верхнем ряду клейм мы видим с вами сцены Рождества Святого, его пострижение в монахи, его рукоположение в священный сан, а в самом нижнем клейме справа погребение святого. Собственно, весь нижний ряд на этой иконе – это чудеса, которые происходят уже у гроба святителя Алексея. Митрополит Алексей – это такая особая личность в русской истории. Он жил во времена Дмитрия Донского в XIV веке. Он управлял московским княжеством, то есть регенствовал. Ему приходилось даже приезжать в Золотую Орду и получать там ярлык на княжение. Еще очень важно то, что он был современником преподобного Сергия Радонежского. И вот эти эпизоды из его жития, они как раз свидетельствуют об этом общении с преподобным Сергием Радонежским. Особо мне хотелось обратить ваше внимание на то клеймо, которое находится в левом ряду. Это клеймо посвящено встрече митрополита Алексея и преподобного Сергия Радонежского, монаха, у которого уже есть ученики, собравшиеся на горе Маковец вокруг Сергия. И мы видим с вами сцену, в которой митрополит Алексей благословляет Сергия и его учеников на общежительный монастырь. Ибо до этого все ученики жили каждый в своей келье, общались с Сергием только как с учителем. И вот как раз это благословение, которое было дано особым образом, словами псалма, по-русски так они произносятся, как хорошо и приятно жить братьям вместе.
третье клеймо снизу, оно нам рассказывает такой необычайный эпизод в житии митрополита Алексея, когда он специально призван в Орду для исцеления ханской жены Тейдулы. Видим с вами шатер, мы видим с вами ложе, возлежащую Тейдулу, и митрополита Алексея, который исцеляет ее. И, наконец, еще одно клеймо, очень важное для этой иконы. Оно тоже находится в левом ряду, оно второе снизу, в котором мы видим вновь общение митрополита Алексея и преподобного Сергия Радонежского. Они оба сидят как бы на равных. У обоих святых художник изображает нимбы. Мы видим с вами сцену, когда митрополит Алексей, предчувствуя свою близкую кончину, а митрополит Алексей почил в 1378 году, он призывает Сергия для того, чтобы передать ему кафедру, предложить ему епископское место. И Сергий отказывается, он живет монастырем, для него важна эта отшельническая жизнь, и это является его служением. Вот такой поразительный совершенно эпизод из русской истории мы видим с вами здесь на этом клейме. Эта икона, она является одной из двух парных икон, которые написаны художником Дионисием для Успенского собора Московского Кремля. И одна из них, митрополит Петр с житием, она находится там же. А вот вторая икона, митрополит Алексей, она находится у нас здесь, в Третьяковской галерее. Если вы их сравните, если вы пойдете в Кремль, то вы увидите, насколько они близки стилистически. Это действительно такие две единые иконы. Мастер Дионисий – это один из известнейших на Руси мастеров-иконников. Осталось у нас достаточно много икон, которые мы точно можем соотносить с именем этого мастера. Но меняется эпоха, меняются какие-то стилистические нюансы в иконописи, но вот какая-то глубина, свет, который присутствует и в живописи Андрея Рублева, и в живописи Дионисия, хотя и по-иному, это все неизменно в древней иконописи остается.